Это видео – продолжение предыдущей части, ссылку на которую вы сможете найти в описании или в разделе видео на моем канале. Вам понравилась первая часть, и я решил побаловать вас второй. Приятного просмотра, друзья! Страшные деревенские истории. Часть 2. После публикации материала о Лукошино я почти месяц старался не думать о Нине Васильевне Фоминой. Не потому, что забыл, как раз наоборот. Я помнил ее кухню слишком хорошо. Старый стол с клеенкой, чайник на плите, герань на подоконнике. Тусклое стекло окна, за которым к вечеру темнели яблони. Помнил, как она рассказывала, не для красного словца и не чтобы напугать городского журналиста, просто будто наконец нашелся человек, перед которым можно все это выговорить. Материал вышел, его читали, под ним спорили, больше меня волновали не комментарии. Меня волновало то, что началось после. Первой была запись. Я точно помнил, как удалил последний фрагмент с диктофона. Тот самый, где после моего ухода Нина Васильевна сказала кому-то в комнате: «Коля, вот гость уехал. Снова только мы с тобой». А потом другой голос ответил: «Хорошо». Я удалил его тогда сразу. Даже корзину очистил, хотя на диктофоне это делалось не так, как на компьютере. Нужно было подтвердить 2 раза. Я подтвердил, экран мигнул, файл исчез. Через неделю он появился снова. Не в диктофоне, на телефоне. Я не переносил его туда. После поездки в Лукошино я вообще не подключал диктофон ни к компьютеру, ни к телефону. Я открыл заметки, хотел записать список вопросов для другого материала и увидел среди обычных рабочих файлов один новый, без названия. Просто дата поездки в Лукошино. Я открыл. Это была аудиозапись. Я сидел за столом и смотрел на экран. Телефон лежал передо мной, звук уже закончился, а я все равно не трогал его. На кухне капал кран, который я 3-й день собирался починить. Где-то за стеной ребенка ругали за шум. Все было как обычно. Именно поэтому запись на телефоне казалась еще хуже. Я удалил файл. Через 2 дня он появился снова. Тогда я перестал открывать заметки. Вторым был провал в памяти. Я переслушивал основную запись с Ниной Васильевной, не ту удаленную, а большую, 3-часовую. Нужно было проверить расшифровку. В середине 2-го часа, сразу после истории про яму, там оказалась пауза. Не тишина, а именно кусок разговора, которого я не помнил. Слышно, как я ставлю чашку на стол. Слышно, как скрипит табурет Нины Васильевны. Потом мой голос спрашивает: «А вы точно одна здесь живете?» Долгая пауза. Потом Нина Васильевна отвечает: «С чего это ты вдруг спросил?» Мне показалось, там кто-то прошел. В сенях. Опять тишина. Потом она произнесла очень тихо: «Ты лучше не смотри туда, куда тебя не звали». Я этого разговора не помнил вообще. Я помнил чай. Помнил ее руки. Помнил, как она доставала бублики. Помнил, как собака во дворе один раз подняла голову и снова положила ее на лапы. А этого нет. Я перемотал назад, прослушал снова. На словах «куда тебя не звали» у меня онемели пальцы. Необразно, по-настоящему. Я почувствовал, как мизинец и безымянный палец на правой руке стали чужими, холодными. Я несколько раз сжал кулак, но ощущение прошло не сразу.
я понял, что поеду обратно. Я поехал, потому что каждую ночь просыпался с ощущением, что в комнате кто-то есть. В Лукошино я приехал ближе к вечеру. Дорога была та же, что и летом. Поля, перелески, редкие дома по обочинам. Только теперь трава пожухла, деревья стояли тяжелее, темнее. По канавам лежали желтые листья. Небо висело низко. Дым из редких труб не поднимался, а стелился вдоль крыш. Дом Нины Васильевны я нашел сразу. Второй от края. Герани в окнах, старая собака во дворе. Пес лежал поперек тропинки, как и в первый раз. Даже поза была та же. Морда на лапах, мутные глаза полузакрыты. Когда я открыл калитку, он не залаял, только поднял взгляд. Мне показалось, что он меня узнал. Нина Васильевна вышла на крыльцо раньше, чем я постучал. В синем платье, в фартуке. Волосы собраны в пучок. Она стояла под навесом и смотрела на меня без удивления. «Долго ехал», — сказала она. «Я уж думала, затемно заявишься». Я остановился у нижней ступеньки. «Вы знали, что я приеду?» Она посмотрела не на меня, а куда-то за мое плечо, на улицу, на пустую дорогу. «Знала. Ты же не один приехал». Я резко обернулся. За калиткой никого не было. Только дорога, забор, канава с мокрой травой. Дальше серые дома, закрытые окна, дым из одной трубы. «Заходи», — сказала Нина Васильевна. «На улице не стой». На кухне все было почти как в прошлый раз. Тот же стол, тот же чайник, те же чашки с потемневшим цветочным узором. Только в этот раз в доме было холоднее. Не так, чтобы мерзнуть, но воздух будто не прогревался, хотя плита топилась. Нина Васильевна поставила передо мной чай. Бубликов не было. Вместо них черный хлеб, нарезанный толстыми ломтями, и миска с медом. «Рассказывай», — сказала она. Я рассказал. Про запись, про кусок разговора, которого не помнил, про Раису Павловну, про Машу, про фразу, которую я сказал во сне, когда я произнес «Когда вспомнишь, не убежишь». Нина Васильевна перестала наливать чай. Чайник завис над чашкой. Секунды две она стояла так, будто слушала не меня, а что-то за стеной. Потом поставила чайник обратно. «Это плохо», — сказала она. Она села напротив, не стала расспрашивать по кругу и не стала изображать, будто есть простой ответ. «Я не знахарка, не священник. Лекарства у меня нет. И молитвы такой, чтоб сразу помогла, тоже нет. Я просто живу долго и видела многое. Расскажу тебе 3 случая, не для книжки твоей, для тебя, чтоб ты понял, во что вляпался. Я не скажу, как это выгнать, не умею, но скажу, что бывает, и как другие выкручивались, кто как мог, не у всех получилось». Я достал диктофон. Нина Васильевна посмотрела на него и поморщилась. «Опять эту штуку включаешь? Мне нужно потом помнить точно. Тебе бы лучше кое-что забыть, но поздно, видать». Я нажал запись. Нина Васильевна поправила несуществующий платок на плечах, просто привычное движение рукой. Потом начала. История 4. Калач. Ты эту фразу сказал, говоришь? Когда вспомнишь, не убежишь. Ну, слушай, это не здесь было, в Ельниках. Я оттуда родом, я тебе рассказывала. Только про яму ты уже слышал, а про Феоклу нет. В деревне нашей старики про нее говорили редко. Не потому, что забыли, наоборот.
такую не забудешь. Просто были вещи, которые не любили трогать языком. Скажешь лишнее, она и услышит. Фиокла жила не в самой деревне, а на отшибе, за болотами. Там, где старая дорога к лесу шла и потом пропадала в кочках. Изба у нее стояла низкая, черная от дождей, с покосившейся трубой. Вокруг ольха, ива, топь. Весной туда вообще не пройти, летом только если знаешь, где сухие кочки. К ней ходили, взрослые ходили, за травами, за отварами. У кого ребенок не спит, у кого корова молоко сбросила, у кого муж пьет, у кого живот тянет. Не говорили «к ведьме пошла», говорили «к Фиокле», и все понимали. Детей к ее избе не пускали, не объясняли, просто «туда нельзя». А когда ребенку говорят «нельзя» без объяснений, он, конечно, сначала хочет узнать, почему. Но были запреты такие, от которых любопытство само дохнет. Вот к Фиокле такой. Мне было 9, лето 60-го года. Мы с Нюркой Сорокиной пошли за клюквой. Да, та самая Нюрка, с которой мы к тихому месту выходили. Она была шустрая, костлявая, волосы рыжие, вечно косынка набок, колени в царапинах. Храбрилась всегда первая, а боялась тоже первая, только виду не подавала. День был душный, комары злые, будто их специально наточили. Мы набрали по полведерка и решили пройти дальше, где ягода крупнее. Потом еще дальше. Потом Нюрка сказала: «Да тут близко, я знаю». А когда ребенок говорит «я знаю», обычно уже не знает никто. Заблудились. Сначала не испугались. Солнце еще было высоко. Потом болото стало сырым, под ногами зачавкало, кочки пошли редкие. Лес вокруг сделался одинаковый. Ольха, березки кривые, осока по пояс. Комары лезли в глаза. Где деревня, непонятно. Кричали, никто не отвечает. К вечеру вышли к избе. Я ее увидела и сразу поняла, где мы. Нюрка тоже поняла. Изба Фиоклы стояла на сухом островке между болотом и лесом. Окно одно, маленькое, в нем свет. Дым из трубы идет ровно. Рядом жерди. На жердях сушится что-то темное. Травы, корни, пучки. Мы остановились за кустами. Я шепчу: «Нюрка, пошли обратно». А она губы кусает. «Куда обратно? Ты знаешь, куда?» Не знала. Уже вечерело. В лесу стало глуше. Такие сумерки бывают только возле болота. Вроде свет еще есть, а лица уже серые. И все мокрое, и воздух пахнет тиной. Дверь избы открылась сама, не скрипнула даже, просто раскрылась. На пороге стояла Фиокла, маленькая, сгорбленная, в темной юбке, в платке, завязанном низко на лбу. Лица почти не видно, только нос острый, да подбородок. «Чего в кустах мнетесь? Идите уж. Ночь на болоте не ждет, пока дети наиграются». Голос у нее был обычный, старушечий, даже ласковый вроде. Нюрка сделала шаг назад. Фиокла посмотрела на нее. «Домой хотите?» Мы молчим. «Тогда до темноты не дойдете. Волки вас не съедят, не бойтесь. Волков тут нет. Тут другое ходит», — сказала и улыбнулась. Не широко, чуть-чуть, будто ей самой стало смешно. Нам надо было бежать.
Сейчас я понимаю. Надо было бежать куда угодно, хоть обратно в болото, хоть в лес, хоть в воду. Но мы были дети. Заблудились, устали, комары заели, пить хотели. И еще дверь открытая, свет внутри, дым из трубы, человеческое жилье. Когда страшно, к дому тянет, даже если сам дом страшнее леса. Мы зашли. В избе было тепло, слишком тепло для летнего вечера. На потолке висели пучки трав, корней, грибов, какие-то связки сухих стеблей. Пахло дымом, киселем и еще чем-то сладковатым, тяжелым, как в погребе, где яблоки начали портиться. Феокла усадила нас за стол. «Сидите, ножки отдохнут». Стол был чистый. На нем 2 кружки, деревянная миска, хлеб, соль. У печи стоял большой чан, накрытый рогожей. Рогожа была старая, с пятнами. Под ней что-то поднималось и опускалось. Я сначала подумала пар, потом услышала дыхание. Длинное, густое. Вдох, будто кто-то втягивает воздух через мокрую тряпку. Выдох, тише, но с хрипом. Нюрка услышала тоже. Она пнула меня под столом так сильно, что я чуть не вскрикнула. Феокла повернулась к печи, взяла ковш, налила нам киселя. Кисель был темный, ягодный, густой. От него шел пар. «Пейте, силы будут». Нюрка взяла кружку обеими руками. Я видела, как у нее дрожат пальцы. Она сделала вид, что пьет, но губы едва коснулись края. Я тоже поднесла кружку ко рту. Кисель пах клюквой и чем-то еще. Не могла понять, чем. Потом поняла — железом, как мокрый гвоздь во рту. Под рогожей снова вдохнули. Дыхание было слишком ровным и тяжелым для животного. Так дышит человек, когда долго бежал, упал и никак не может отдышаться. Феокла заметила, что мы смотрим. «Поросенок у меня там. Сирота, без матки. Грею». Нюрка побелела, и я посмотрела на пол. Под чаном была лужица. Не кровь, нет. Вода. Мутная, теплая, она медленно расползалась между половицами. И вдруг из-под рогожи раздался звук. Не слово, скорее попытка слова. Так может выдохнуть человек с закрытым ртом, когда хочет сказать «ммм», но не может разомкнуть губы. Феокла поставила ковш на стол. Стук был маленький, но мы обе вздрогнули. «Вы чего? Боитесь?» Нюрка быстро сказала: «Нам домой надо, мама ругаться будет». «Мама», — повторила Феокла. «Мамы всегда ругаются, для того и даны». Она подошла ближе, наклонилась над столом, будто хотела разглядеть нас. Я увидел ее лицо получше. Кожа сероватая, морщины глубокие, губы тонкие. Глаза светлые, почти бесцветные, и из-под платка возле уха торчало что-то тонкое. Сначала я подумала седой волос, потом это шевельнулось. Не от ветра. В избе ветра не было. И не так, как волос шевелится, когда человек двигается. Оно медленно вытянулось, чуть изогнулось и спряталось обратно под платок. Я уставилась на это место. Феокла поймала мой взгляд, улыбнулась. «Что, Ниночка, видишь?» Я тогда не помнила, чтобы называла ей свое имя. Мне стало так страшно, что я перестала чувствовать ноги. Нюрка встала первой. «Спасибо, бабушка, нам пора». Я тоже вскочила. Чашка качнулась, кисель пролился на стол.
Я ожидала, что Феокла закричит или схватит нас, но она только кивнула. «Пора так пора, насильно мил не будешь». Она отвернулась к печи. Мы уже были у двери, когда она сказала: «Только калач возьмите, на дорожку». Нюрка схватила меня за рукав, но Феокла уже открыла заслонку. Из печи пахнуло жаром и свежим хлебом, таким запахом, от которого у голодного ребенка сразу сводит живот. Она достала 2 маленьких калача, румяные, мягкие, еще дымятся, завернула каждый в тряпицу и сунула нам в карманы. Домой с пустыми руками нельзя, примета плохая. Ее пальцы коснулись моего сарафана. Холодные, не как у старого человека, а как у рыбы из колодца. Мы вышли. Дверь за спиной закрылась. Сначала шли быстро, потом быстрее, потом почти бегом. Но калач в кармане мешал. Он был горячий, не просто теплый от печи, а горячий так, будто внутри у него лежал уголек. Я чувствовала его сквозь ткань. Он припекал бедро, и от этого хотелось вытащить его и выбросить, но рука не поднималась. Нюрка первой остановилась у края леса. Солнце уже село, за деревьями серел проселок. До ельников оставалось, может, с километр, не больше. Далеко за лесом ударил колокол. То ли у церкви, то ли где-то в деревне били железом к вечеру, сейчас уже не скажу. Нюрка сунула руку в карман. «Горит», — прошептала она. Достала калач и сразу отшвырнула. Он упал в траву, перевернулся. Я успела увидеть. Калач был в форме человечка. Маленькие ручки, маленькие ножки, голова, изюминки вместо глаз. На животе вдавленный крестик, как пупок. Я вытащила свой, такой же, только мой будто чуть шевельнулся в тряпице. Может, показалось, может, рука дрожала. Мы стояли и смотрели на эти 2 маленьких хлебных тела в траве. За лесом снова глухо ударило, и со стороны Феоклиной избы завыло. Не по-волчьи, не по-собачьи. Ни один зверь так не воет. Звук был низкий, глухой, будто кто-то выл в глубокой бочке. Он не поднимался вверх, а полз по земле. Прошел между деревьев, залез под юбку, под кожу, в живот. У Нюрки от страха открылся рот, но крика не вышло. Потом в лесу что-то треснуло. Ближе. Кто-то двигался через кусты. Неосторожно, не крадучись. Ломал папоротник, сухие ветки, валежник. И двигался быстро. Очень быстро. «Беги», — сказала Нюрка. Мы побежали. Я не помню, как первые шаги сделала. Помню только, что земля под ногами стала неровной, что ветки били по лицу, а комаров я больше не слышала. Только ветки за спиной и Нюркино рваное дыхание. Сзади ломало лес. Человек в лесу сбивается, цепляется, спотыкается, обходит кусты. А это не сбивалось, будто ему все равно, что перед ним — куст, ветка, кочка. Оно просто продавливалось сквозь лес. Нюрка была впереди. Я видела ее спину, косынку, голые пятки в стоптанных сандалиях. Потом она упала. Не вскрикнула даже. Просто нога ушла в ямку, она рухнула на бок, и я по инерции чуть не налетела на нее. Сухой сук разодрал ей колено. Кровь сразу пошла вниз по голени, темная в сумерках. Сзади опять завыло. Теперь ближе. Так близко, что я почувствовала запах.
Ни болото, ни зверь, а мокрая печная зола, как если печку залили водой, а потом оставили гнить. Я схватила Нюрку под мышки, дернула. «Вставай!» Она поднялась, но нога подломилась. Она зашипела от боли, потом все равно побежала, прыжками хромая. Я оглянулась. Не надо было. Отец потом говорил: «Никогда не оглядывайся, когда бежишь от нечистого. Ему только это и нужно, чтоб ты на него посмотрел». Но я оглянулась. Между стволов мелькнуло белое, длинное, голое, низко к земле. Оно двигалось на 4. Руки и ноги переставлялись попеременно, быстро, быстро. Спина выгнута, голова вытянута вперед. Волос не было, платка не было. Только на макушке светлые тонкие отростки, как корни. Они тряслись от бега. Лицо я не разглядела, и слава Богу, потому что оно вдруг остановилось на миг между 2 березами и подняло голову, словно почувствовало, что я смотрю. Я отвернулась и побежала так, как никогда в жизни не бегала. Проселок показался неожиданно. Серый, узкий, с колеями. Мы вылетели на него, и Нюрка снова чуть не упала. Где деревня, слева или справа, я не понимала. В ушах бил собственный пульс. Горло драло так, будто я глотала песок. И тут из-за поворота выехал трактор. Старый Беларусь. Фары еще не включены. За рулем Иван Селиверстов, тракторист наш. Гнал на ремонт, кажется. Потом он сам рассказывал, что увидел 2 девчонок, которые выскочили на дорогу прямо под колеса, и чуть руй не бросил. Он затормозил, выругался так, что я на всю жизнь запомнила не слова, а силы его голоса. Потом увидел Нюркину ногу, увидел наши лица и ругаться перестал. «В кабину, быстро!» Он подхватил Нюрку, подсадил. Я сама залезла, цепляясь за железо. Кабина пахла соляркой, табаком и потом. Никогда в жизни я не любила эти запахи так, как в тот момент. Трактор рванул с места, и тут впереди, шагах в 30, на дороге стояла Феокла. В платке, в юбке. Руки сложены на животе, спокойная. Будто не она только что неслась за нами на 4 через лес. Иван увидел ее и опять выругался. Резко крутанул руль, трактор съехал на обочину, подпрыгнул, чуть не лег в канаву. Я ударилась плечом о дверцу, Нюрка застонала. Иван выкрутил обратно, мотор заревел. Феокла не двигалась. Мы объезжали ее медленно, очень медленно, хотя трактор ревел на всю дорогу. Мне казалось, что мы никогда с ней не поравняемся, что этот кусок дороги растянулся и будет тянуться до ночи. Когда кабина проходила рядом, Феокла повернула голову. Плавно, не по-человечески. Так, как поворачивают голову кукле, если держат за подбородок. Она посмотрела прямо на меня через грязное стекло. Губы почти не двинулись, но я услышала. Сквозь рев мотора, сквозь треск кабины, сквозь Нюркино прерывистое дыхание, словно она сидела рядом со мной, склонившись к самому уху. «Долг возьму, Немечка. Я всегда забираю свое». Трактор увез нас, а она осталась стоять на дороге. На следующий день отец с 2 мужиками пошел к избе с ружьем. Мать кричала, что не надо, что нечего туда лезть, но отец пошел. Он вообще был такой: если его ребенка напугали, он должен посмотреть, кто.
Изба стояла на месте, дверь открыта. Фиоклы не было. Внутри стол, печь, травы. На столе 2 кружки с киселем. Отец потом говорил, теплые еще были. Не горячие, но теплые. Будто кто-то только что держал их в руках. Чана у печи не было. На полу мокрое пятно, как от пролитой воды. От пятна к двери шли следы. Босые, крупные, широкие. Пальцы длинные, вдавлены в доски так, будто ступни были очень тяжелые. Следы шли за порог, в траву, потом терялись у болота. Фиоклу больше никто не видел. Нюрка отделалась шрамом на колене. Жила вроде обычно. Выросла, замуж не вышла, работала на ферме. Смеялась, ругалась, плясала на свадьбах, все как все. А в 22 заболела. Не сразу, сначала усталость, потом похудела, потом стала сохнуть прямо на глазах. Врачи руками разводили. Анализы то плохие, то почти нормальные. Лекарства не брали. Она лежала дома на кровати у окна, и мать ее плакала во дворе, чтобы дочь не слышала. Я приходила к ней. Она уже почти не вставала. Лицо стало маленькое, кожа натянулась, глаза большие. Шрам на колене белел тонкой полоской. Однажды я сидела рядом, держала ее за руку. Нюрка спала или делала вид, что спит. Потом вдруг открыла глаза и сказала: «Нинка». «Что?» «Калач отдала». Я тогда решила, что бредит. «Какой калач?» Она сжала мою руку. Силы у нее почти не было, а пальцы впились больно. Я первая отдала. Я же первая. Почему ко мне-то? Я сидела и не понимала. Она задышала часто, как под рогожей в том чане. Я первая отдала. Я первая. Почему ко мне-то? Через 3 дня Нюрки не стало. И только после похорон я вспомнила. Мы ведь не одновременно бросили калачи. Мы договорились. На счет 3. Я считала. 1, 2, 3. Но Нюрка швырнула свой на полсекунды раньше. Я видела краем глаза, но тогда не придала значения. Она избавилась первой. И Фиокла пошла за той, кто отдала первой. А я держала дольше. Почему меня тогда не взяли, не скажу. Может, долг был другой. Может, очередь не моя. Может, она меня не забрала только потому, что я должна была кое-что помнить. Но Нюрку она взяла. Лет 10 назад я ехала с дочерью знакомых в город. По той самой районной трассе, мимо поворота на бывшие ельники. Деревни там почти нет уже. Так, остовы домов да бурьян. День был пасмурный, дорога пустая. На обочине у поворота стояла старуха в платке. Лица не видно, голова склонена, руки на животе. Она не голосовала, не просила подвезти, просто стояла. Машина прошла мимо. Я не сказала водителю ничего, только посмотрела в зеркало заднего вида. Старуха повернула голову вслед машине, платок у нее чуть сполз. И на макушке я увидела светлое, тонкое, много, целая копна, как корни хрена, шевелящиеся сами по себе. Я доехала до города молча и больше по той трассе не ездила. Нина Васильевна замолчала. На кухне тикали часы. Я не помнил, были ли они здесь в прошлый раз. После истории про Фиоклу эта фраза перестала быть случайной. Я уже не мог сделать вид, что просто сказал во сне набор чужих слов. «Я говорил это во сне», — сказал я.
Знаю. Но я не мог знать эти слова. Не мог, сказала Нина Васильевна. Потому и слушай дальше. Чужие слова много кто может повторить. Это еще не значит, что пришла сама Феокла. Она больше не стала объяснять. Просто налила себе чай и начала вторую историю. История 5. Омут. Под Лукашино речка есть, Тьмушка. Название у нее подходящее. Вроде речка маленькая, перейти местами можно, сапоги только зальешь. А вода темная, даже в солнечный день темная. Берега низкие, осока, ивы, корни наружу. Рыба мелкая, лягушки, комар. Но есть там одно место — омут у старой ивы. Вода там круглая. Вот странно звучит, а иначе не скажешь. Река течет, а у ивы будто стоит. Вроде гладь, а посередине темнее, чем вокруг. Смотришь, и кажется, что там глубина не вниз идет, а куда-то вбок, в сторону, куда человеку не надо. Про омут говорили давно, будто в начале века там утопилась девушка Прасковья. Жених ее обманул, замуж не взял, она с младенцем на руках пошла к реке. Может, правда, может, деревенская жалость придумала. В каждой деревне есть такая история. Девушка, жених, вода, белый сарафан. Но люди там тонули по-настоящему. Раз в несколько лет кто-нибудь обязательно. То подросток полез купаться, то мужик, выпивший, оступился, то старуха пошла полоскать белье и не вернулась. И тела часто не находили. Река маленькая, а будто забирала без остатка. Ты можешь сказать, омут, течение, коряги засасывает. Может, только лодки в том месте сами разворачивались носом к иве, и собаки к воде не подходили. И если ночью идти мимо, слышно было, как кто-то плачет, тихо, без слов, будто женщина рот ладонью закрыла, чтобы не разбудить ребенка. В 95-м году пропал Виктор Лазарев. Они с женой Зоей жили через 2 дома от меня, оба учителя. Он историю вел, она русский. Детей у них не было, не получилось. Они об этом не говорили, но в деревне все видно. Зоя, бывало, чужого ребенка по голове погладит и сразу руку уберет, будто обожглась. Жили тихо, не бедно, не богато. Книги у них были в шкафу до потолка. Виктор ходил на рыбалку вечерами, не пил, не шумел. Такой человек скажет мало, сделает много. В сентябре он пошел к Тьмушке, сказал Зое, на часок, пока не стемнело. Не вернулся. Утром нашли лодку, перевернутую, но не разбитую. Удочки на берегу целые, аккуратно сложены, ведро пустое. Сапог один у воды, второй в лодке. Виктора не нашли. Искали неделю, мужики с баграми ходили, милиция приезжала. Ни тела, ни одежды, ничего. Зоя первые дни кричала, потом замолчала и стала ходить к реке. Каждый вечер после школы. Переоденется, платок на плечи и идет. Не кидалась в воду, не причитала, просто сидела на берегу у омута и смотрела. Мы сначала жалели ее. Кто хлеб принесет, кто суп, кто скажет «Зоя, иди домой, холодно». Она кивала, но не уходила. Потом начали бояться. Не самой Зои, а это ее неподвижности. Час, 2, до темноты.
Иногда дождь идет, она сидит. Листья падают в воду, она сидит. Лицо у нее высохло, глаза стали блестящие, неподвижные. Разговариваешь с ней, она вроде слышит, но отвечает не сразу. Как будто сначала должна оторваться от чего-то внутри воды. Однажды поздно вечером она пришла ко мне. Я уже собиралась ложиться. Коля тогда был дома, но спал, рано лег, сено весь день ворочил. Слышу стук в окно, тихий. Не в дверь, именно в окно. Я отдернула занавеску, стоит Зоя. Без платка. Волосы мокрые, прилипли к щекам. Пальто застегнуто криво. Я открыла. «Ты что, Зоя, замерзла?» Она вошла, села на табурет у печи. «Воды дай, Нина Васильевна». Я налила. Она взяла стакан обеими руками. Пила долго. Вода текла у нее по подбородку, капала на пальто. Она не вытиралась. Поставила стакан и сказала: «Витя ко мне приходит, к берегу». Я промолчала. У нее было такое лицо, что слово «мерещится» прозвучало бы грубо. Зоя говорила тихо, почти без выражения. Он стоит в воде по пояс, у самой ивы. Не двигается. На нем синяя рубашка, в той и ушел. Я кричу «Витя!», а он только головой качает, мол, не подходи. Она наклонилась ближе. И он не один. Рядом баба, молодая, в белом. Сначала я ее не видела, потом вода шевельнулась, и я разглядела. Волосы мокрые, длинные, по воде расплылись. Одной рукой держит Витю за руку, крепко. Он на меня смотрит, головой мотает, а она тоже смотрит и улыбается. Я подошла к двери и закрыла засов. Сама не знаю зачем. «Ты сегодня к реке ходила?» Зоя кивнула. Она сегодня ближе стояла, уже у берега. Я оставила ее ночевать, не пустила домой. Постелила на лавке, она легла, не спорила. Только попросила: «Окно не открывай, если постучит, тоже». Я ничего не сказала. Ночью я почти не спала. Лежала и слушала. Коля сопел рядом, Зоя на лавке дышала неровно, иногда шептала что-то. За окном шел дождь. Капли били по стеклу мелко-мелко. Часа в 3 стукнуло. Не в дверь, в окно. Один раз. Я открыла глаза. Стук был такой тихий, что можно было решить — ветка. Только у нашего кухонного окна веток не было. Я это знала. Я сама их обрезала. Через несколько секунд снова стукнула. Зоя с лавки прошептала: «Не открывай». Я даже не повернула головы. Лежала под одеялом, смотрела в темноту и старалась не дышать громко. Потом что-то провело по стеклу снаружи, медленно, сверху вниз, как ладонь, скользящая по мокрому окну. Утром на стекле ничего не было. Зоя ушла рано, я проснулась, ее уже нет. На лавке аккуратно сложено одеяло, дверь закрыта. Через 2 дня она пропала. Дом нашли запертым изнутри, ключ в скважине, окна закрыты, в печи холодно. Чайник на столе, в спальне подушка смята, будто она легла и сразу встала. Зои нигде. На окне спальни был след. Мокрая ладонь снаружи на стекле. Длинная узкая ладонь, пальцы тонкие, длиннее человеческих. Отпечаток четкий,
будто кто-то приложил руку и подержал. Стекло вокруг сухое, рама сухая, под окном земля сухая, только след. Тела Зои не нашли тоже. Через 2 года приехал брат Виктора, Дмитрий, из Москвы, юрист. Молодой еще, 30 с небольшим. В хорошей куртке, с машиной, с таким лицом, какое бывает у городских людей, когда они приехали в деревню разбираться и заранее решили, что все вокруг тупые. Он долго расспрашивал, где лодка была, кто видел, кто искал, почему не нашли. Слушал, записывал, кивал. Про Прасковью спросил и усмехнулся. «Вы же понимаете, Нина Васильевна, что это все легенды». Я не стала спорить. Кто к омуту собрался, того словами редко удержишь. К омуту он пошел один, на закате. Я ему сказала: «Не ходи». Он ответил: «Я не ребенок». Что тут скажешь, не ребенок. Вернулся через 2 часа. Я сидела на крыльце, чистила лук. Смотрю, идет по улице. Куртка грязная на боку, волосы мокрые, лицо серое. Не бледное, именно серое, как зола. Он дошел до моего крыльца и сел на нижнюю ступеньку. Ноги у него будто не держали. Воды. Я принесла кружку. Он взял, расплескал половину, выпил. Рука тряслась так, что зубы стучали о край. Минут 15 молчал. Я не торопила. Потом он закатал рукав. На запястье у него были синяки. 5 пятен. 4 с одной стороны, 1 большое с другой. След от хватки. Не свежая краснота, а уже темнеющие синяки, будто рука схватила его не только что, а вчера. Пальцы длинные, тоньше человеческих. Между отметинами расстояния не такие, как у обычной ладони. «Я смотрел в воду», — сказал он. Голос у него сел, не от крика, от того, что долго молчал и боялся заговорить. Там ничего не было. Слышите? Ничего. Только вода. Я постоял, посмеялся над собой, потом повернулся уходить, и меня потянуло. Он посмотрел на меня. Не из воды. Я не в воде стоял. На сухом берегу. До воды 1 метр, может, больше. Я повернулся, и меня как за руку взяли. Вот здесь. Он показал на синяки. И потянули вниз. Не к воде даже, а будто прямо сквозь землю, под корни. Я упал на колени, рукой в траву вцепился, ногтями землю рыл. Меня тащило. Я не видел, кто, ничего не видел. Только рука вот здесь, холодная, сильная. Он сглотнул. Я выдрался, не знаю как, просто дернул. Кожа будто осталась у нее в пальцах. Я посмотрела на его запястье, кожа была целая, но вокруг синяков выступила влага, мелкие капли, как пот, только холодные. «Щиплет», — сказал он, — «как ожог». Он уехал в тот же вечер, даже в дом не зашел. Сказал, что переночует в Айоне, потом в Москву. Через месяц позвонил мне. Не знаю, откуда номер взял. Может, Зоя когда-то записывала, может, соседи дали. «Нина Васильевна, я не сплю». Он говорил тихо, будто в соседней комнате кто-то мог услышать. «Мне снится одно и то же. Я стою в воде, по пояс. Вода темная. Я не могу повернуть голову. Кто-то держит меня за руку. Я не вижу, кто, но знаю, что если посмотрю, все. Просыпаюсь мокрый. Иногда простыня мокрая насквозь. Жена говорит, что я воду на себя лью ночью, а я не лью.
Я сказала ему только одно: к воде не подходи, никакой. Не послушал. Через полгода поехал на Черное море отдохнуть, отвлечься. Так его жена потом сказала. Утону у берега, на спокойной воде, при людях. Ни шторм, ни глубина, ни пьяный. Зашел по грудь. Вдруг дернулся, будто его кто-то взял за руку, и ушел вниз. Люди бросились сразу. До него было 3 метра. 3 метра, понимаешь? Там взрослому мужчине по грудь. Не нашли. Тело вынесло только через 2 дня далеко от того места. Я подробностей не спрашивала. Не надо мне было подробностей. Утопленница не выходит на сушу, так говорили старики. Но это неправда. Она выходит настолько, насколько ей нужно. Она может не выйти на берег, а все равно достать. Рукой, взглядом, сном, как получится. Особенно тех, кто кого-то у нее ищет. Вот это запомни. Самое опасное — смотреть в воду и ждать, что она отдаст. Она не отдает. Она показывает. И тянет. Когда я была маленькая, еще в Ельниках, мать брала меня на речку Грязнушку белье полоскать. Речка там мелкая, грязная, лягушки, головастики. Я тогда любила смотреть в воду, как они плавают. Мне было лет 9, может 10. И я наклонилась у самой кромки, руки на колени, смотрю вниз. Вода мутная, солнце в ней дрожит. Головастики черными запятыми, и вдруг под ними лицо. Женское. Не отражение, я это сразу поняла, потому что лицо было снизу. Оно смотрело наверх из глубины, которой в той речке быть не могло. Глаза открытые, не моргающие. Волосы длинные, в воде шевелятся, как трава. Я застыла. Лицо улыбнулось. Мать схватила меня за ворот и дернула назад так, что я шлепнулась на берег. Потом трясла за плечи. «Не смотри в воду долго. Никогда, поняла?» Я ревела, кивала, ничего не понимала. Потом поняла. Зоя смотрела долго. Дмитрий смотрел долго. И ты, милый, теперь тоже смотришь не туда. Только у тебя не омут. Она не стала разворачивать это в загадке. Сказала прямо. У тебя записи, телефон, сон. Чужой глазок. Через такое тоже смотрит. И зовут тоже. Я вспомнил Раису Павловну, как она сказала, стояли у моей двери. У глазка. Я смотрел снаружи. Она смотрела изнутри. Кто кого тогда видел? Нина Васильевна дала мне пару секунд на эту мысль, потом коротко сказала: «Третью дослушай. Потом пойдешь к той, кто в этом больше моего понимает». История 6. 4 в избушке. Эту историю мне отец рассказывал, Василий Иванович Фомин. До моего рождения было. Осень 49-го года. Октябрь ближе к концу. Снег уже выпадал, но земля еще не везде схватилась. Отец тогда молодой был, 23 года. После войны деревни еще в себя приходили. Мужиков мало, работы много, но на охоту ходили. Не ради забавы, мясо нужно. Пошел отец с 2 мужиками, Григорием Хохловым и Петром Назаровым. Григорий фронтовик был, под Кёнигсбергом воевал. Молчаливый, крепкий. После войны мало чего боялся, так все думали. Петр помоложе, горячий, резкий, все первым делал, потом думал. Пошли на лося в дальние делянки, к черному болоту. Место глухое, даже днем там свет будто не доходит до земли.
Сосны высокие, между ними ельник, бурелом, мох. Если ветер в деревне есть, там все равно тихо. Если в деревне тихо, там слышно, как кровь в ушах ходит. Заночевали в старой охотничьей избушке. Избушка маленькая, печка, нары, стол, лавка, окно одно. Дверь низкая, чтоб тепло держала. Крыша мхом заросла. Ее лесники когда-то ставили, потом забросили, но охотники пользовались. Поужинали. Снег за окном усилился, решили до утра не идти. Ружья у стены, патроны рядом. Печку растопили, сняли сапоги, развесили портянки. Отец говорил, сначала все было обычно. Обычный лес ночью тоже не подарок. То ветка треснет, то снег с дерева съедет, то сова крикнет. Но к этому охотник привыкает, знает, какой звук чей. А этот звук был ничей. Около полуночи кто-то стряхнул снег с веток у избы. Не ветер, тяжело так, шух. Потом еще, потом шаг. Снег под ногой скрипнул. Все трое проснулись сразу. Григорий сел, взял ружье. «Медведь?» — шепнул Петр. Отец сказал, «Поздно уже, лег бы». Снаружи снова шаг. Медленный, тяжелый. Потом второй. Кто-то ходил вокруг избушки. Не по кругу ровно, а подходил, останавливался, отходил. Снег скрипел. Иногда слышно было, как ветки цепляются за что-то большое. Они сидели в темноте. Печка почти прогорела, только угли краснели в щели. Света мало. Дышать старались тихо. Потом постучали в окно. 3 раза. Ровно. Ни лапой, ни веткой. Костяшками пальцев. Петр выругался шепотом. Григорий поднялся. Отец потом много раз говорил, если бы можно было вернуть тот миг, он схватил бы Григория за рукав, не пустил бы. Но тогда кто знал? Фронтовик, ружье в руках, окно маленькое. Что там может быть? Григорий подошел. Сначала осторожно, боком, потом чуть наклонился к стеклу и уронил ружье. Оно ударилось о пол так громко, что Петр дернулся. Григорий отступил от окна, сел спиной к стене и подтянул колени к груди, как ребенок. Не вскрикнул, не перекрестился, не сказал «там». Просто сел и смотрел перед собой. Рот у него был открыт, а звука не было. «Гриш», — шепнул отец. «Что?» Григорий не ответил. Отец взял свое ружье и подошел сам. Окно было маленькое, мутное, с наледью по краям. За стеклом снег, черные стволы, белая земля. И в метре от избы стоял человек, голый. Высокий, отец говорил, выше 2 метров точно. Худой, ребра торчат, кожа белая, не как у живого на морозе, а как тесто, которое забыли накрыть. Руки длинные, ниже колен, пальцы почти касаются снега. Ноги тонкие, ступни огромные. Лицо почти человеческое. Вот это самое плохое. Если бы морда звериная, легче. Если бы череп, кости, рога, страшно, но понятно, нечисть. А у него лицо было человеческое. Глаза темные, обычные. Не горели, не светились. Смотрели спокойно. Только рот. Рот был растянут слишком широко. Углы уходили на щеки, почти к ушам.
Зубы ровные, белые, частые. Не клыки, не звериные, человеческие зубы. Много белых человеческих зубов в улыбке, которой на лице быть не должно. Оно махало рукой. Медленно, доброжелательно, как машут знакомому через дорогу, мол, видишь меня? Подойди. Отец не мог оторваться. Потом говорил, страшнее всего было не то, что оно стояло за окном, а то, что оно вело себя слишком спокойно. Не ломилось, не скалилось, не пугало нарочно. Просто стояло у окна, как будто знало, что они придут. Петр не выдержал. Он заорал и пальнул в окно. Выстрел в маленькой избушке — это не звук, а удар по голове. Стекло разлетелось, раму вывернуло, в комнату ворвался снег и дым от пороха. Отец отскочил, оглох на одно ухо. Снаружи пусто. Никого. Петр сунул ствол в выбитое окно, дико шарил им в темноте. «Где? Где оно?» Отец схватил его за плечо, оттащил. Вместе выглянули. На снегу перед окном следы, босые ступни, огромные, и рядом отпечатки ладоней, как будто оно то стояло, то опускалось на руки, или все время ходило так: руки, ноги, руки, ноги. Григорий все еще сидел у стены. Зубы у него начали стучать. Мелко, быстро. Отец бросился к окну. Они с Петром кое-как заткнули дыру одеялом, прижали досками, сверху поставили стол. Дверь подперли лавкой. Зарядили ружья снова. И началась ночь. Оно ходило вокруг. Сначала медленно. Шаги по снегу, потом тише. Потом вдруг с другой стороны стены короткий, ровный стук. Петр вскидывал ружье туда, откуда стучало. Отец шипел: «Не стреляй в стену, дурень, патроны кончатся». Потом стучало в дверь. Не ломилась, не била плечом, просто стучала, вежливо. Потом царапнула по бревнам. Отец говорил, этот звук он слышал потом всю жизнь. Даже когда пила по дереву шла, даже когда гвоздем ведро скребли, у него внутри все сжималось. Когти, или что там у него было, прошли по стене снаружи, медленно, с нажимом. Бревно стонало. Не скрипело. Именно стонало. Будто живое. Григорий закрыл уши ладонями. Петр шептал молитву, хотя отец раньше ни разу не слышал, чтобы он молился. Потом, возле выбитого окна, что-то зашуршало. Одеяло, которым они заткнули дыру, вдавилось внутрь. Сначала чуть-чуть, потом сильнее. На ткани проступила форма пальцев, длинных, 5 вмятин, потом 6, будто пальцев было больше, чем надо. Отец поднял ружье, одеяло втянулось обратно. Снаружи кто-то засмеялся. Тонко, по-девичьи, высоким детским смехом. Не громко, не дико, просто хи-хи-хи, будто маленькая девочка спряталась за углом и радуется, что ее не нашли. Петр тогда чуть не бросился к двери. Отец успел ухватить его за тулуп. «Не открывай. Там ребенок». «Нет там ребенка». Смех повторился. Теперь с крыши. Будто оно сидело над ними и смеялось в трубу. Григорий начал плакать. Без звука. У него просто текли слезы по лицу. Фронтовик, Кёнигсберг, пули, мины — все выдержал. А тут сидел на полу и плакал. Отец говорил, что оно не ломилось сразу. Будто ждало, кто из них сам сделает первый шаг. Откроет дверь, выстрелит зря, поверит в детский смех или просто не выдержит.
а они сидели. Печь погасла. В избе стало холодно. Дым от выстрела осел на языке горечью. Одеяло на окне шевелилось от ветра, и каждый раз казалось, что это снова пальцы. Под утро оно затихло. Не ушло, именно затихло. Это хуже. Когда слышишь шаги, знаешь, где оно. А когда тишина, оно может быть где угодно. Сидели до рассвета, пока окно не посерело, пока деревья не проступили из темноты, пока птица где-то не крикнула. Только тогда вышли. На снегу вокруг избушки были круги следов. Много. Оно ходило всю ночь. То на 2 ногах, то на 4. Босые ступни, ладони, снова ступни. Местами следы подходили вплотную к стене. На двери 6 глубоких борозд, параллельных как от лома. Не пробило, но дерево вспороло. Они дошли до деревни уже днем. Никому сначала не рассказали. Стыдно. Скажут, напились, привиделось, медведи испугались. Мужики тогда другое время были. Лучше молчать, чем признаться, что ты ночью чуть с ума не сошел в избушке. Но молчание не спасло. Григорий пил 2 недели. Не как пьют от горя, не для веселья. Он пил, чтобы уснуть, но не спал. Жена его потом рассказывала. Ляжет, глаза закроет, потом вскакивает и бежит к окну. Смотрит. Занавеску отодвинет на палец и смотрит. Если собака во дворе зашевелится, он белеет. На 3-ю неделю его нашли в сарае. Я не буду тебе рассказывать, как. Незачем. На столе в доме лежала записка. Оно знает, где я живу. Я его в окне опять видел вчера. Простите все. Петр держался дольше. Он злился. Кричал, что это зверь, что надо мужиков собрать, пойти в лес и пристрелить. Потом замолчал. Стал ходить с топором даже во двор. Жена говорила: «Петя, ты хоть в баню без топора сходи». Он не смеялся. Через несколько месяцев, в марте, ушел за дровами в лесок за деревней. Сказал на час. Не вернулся. Нашли весной, когда снег сошел. Не возле черного болота. Гораздо ближе к деревне. Будто он сам вышел не туда или его вывели. Тулуп и сапоги были на нем. Топор лежал рядом. Головы не нашли. Отец выжил. Не потому, что сильнее был. Он сам так говорил. Просто его очередь, может, была дальше. Один в лес он больше не ходил. Никогда. Даже за грибами. Даже за березовыми вениками. Если надо, с кем-то. Если не с кем, не надо. К окнам в темноте прямо не подходил. Сначала сбоку, из-за косяка посмотрит. Потом уже занавеску тронет. Зеркала не любил. В доме у нас зеркало одно было, маленькое, в сенях. И то мать повесила высоко. Отец, когда заходил в комнату, всегда смотрел в стекло. В окно, в шкаф, в чайник, если блестит. Моргал. Ждал. Я, маленькая, спрашивала: «Пап, ты что делаешь?» Он говорил: «Проверяю, все ли на месте». Я думала, шутит. Бабка моя, его мать, говорила: «Васька как из лесу вернулся, другой, не сломанный, меченый, а меченому до конца жизни оглядываться». Он прожил до 82. Умер не страшно. Болел, да, сердце, легкие. Старость свою берет. Но за неделю до смерти позвал меня. Я приехала в Ельники.
Он уже почти не вставал. Лежал в маленькой комнате у окна. Лицо худое, губы сухие, дышит тяжело, но глаза ясные. «Ним», — говорит, — «я его опять вижу». Я села рядом. «Кого, пап?» Он посмотрел в окно. День был, белый, зимний. За окном дорога, почта, столб, снег, который тогда у окна стоял. У нашей дороги стоит, у почты. Уже 3 раза видел. Что делает?» Отец долго молчал. Потом сказал: «Машет». Я решила, болезнь, возраст. Перед смертью люди и не такое видят. Священника позвала. Соседку попросила посидеть. Сама старалась не смотреть в окно. Через 7 дней отец умер. После похорон я разбирала его вещи. Не сразу, через месяц. В коробке под кроватью нашла старую фотографию. Коробка была перевязана шпагатом, на крышке карандашом написано «Не открывать». Конечно, я открыла. Фотография черно-белая, потертая. 3 молодых мужчин стоят перед охотничьей избушкой. Отец, Григорий, Петр. Ружья на плечах, снег под ногами. Все 3 смотрят в объектив. Отец еще молодой, худой, усы тонкие. Григорий хмурится. Петр улыбается, зубы показывает. На обороте октябрь 1949-го. Я смотрела долго. Сначала на отца, потом на избушку, потом на лес за ними. И ничего не видела. Потом заметила пятно. В углу кадра между избой и стеной леса. Очень бледное. Если не знать, скажешь снег на ветках, засветка, царапина. Я поднесла ближе к окну. Пятно стало фигурой. Длинный, белый, согнутый так, будто она опирается на руки. Лицо было плохо видно, но рот видно. Улыбка. Кто-то пытался закрасить это. Поверх фигуры был нарисован жирный красный крест химическим карандашом. Видно, мать моя или бабка. Крест с годами выцвел, стал бледно-розовым, а фигуры нет. Она была там, за их спинами, еще до той ночи. Вот что самое страшное, милый. Не то, что оно пришло к окну. Оно уже было рядом, когда они стояли и улыбались на фотографию. Уже смотрела, уже выбрала. Оно не исчезает. Кто один раз его увидел, тот для него есть. Сначала оно далеко, в лесу, на фотографии, у почты, за окном другого дома. Потом ближе. Григорий не выдержал. Петр пошел с топором, не помогло. Отец прожил долго, может, потому что не пошел, не позвал, не ответил. Всю жизнь оглядывался, но не открыл. А в конце оно все равно пришло ближе. Может, за всеми приходит. Просто за одними раньше, за другими позже. Нина Васильевна замолчала. В доме стало совсем тихо. Она подошла к окну. На стекле отражалась кухня. Стол, 2 чашки, моя рука на диктофоне, ее темная фигура у занавески. И я вдруг понял, что не вижу в отражении своего лица. Только плечо, ворот куртки, кусок щеки. А лица нет, потому что лампа висела так, что стекло бликовало. Обычная вещь, но я все равно отвернулся. Нина вернулась к столу. Фиокла — это долг. Взял калач, не понял, что взял, а потом с тебя спросили.
омут — это взгляд. Смотришь долго — он уже тянет. А лесное — там и брать ничего не надо. Увидела тебя и запомнила. Она посмотрела на мой карман, где лежал диктофон. Ты после первой поездки что-то с собой увез. Не вещь и не запись. След. Запись вернулась. Память дырявая. Ночью ходишь, у чужой двери стоишь, голосом не своим говоришь. Фразу сказал, которой знать не мог. Значит, оно уже не только за тобой ходит. Оно через тебя смотрит. Спорить с ней уже не хотелось. Я сидел и чувствовал, как все, что случилось за месяц, собирается в одну линию. Не объяснение, но после него стало трудно дышать. «Помочь можешь?» — спросил я. Нина Васильевна помолчала. «Нет, я только помню. А тебе нужен тот, кто умеет не помнить, а делать». Она подошла к раковине, взяла мою чашку, хотя чай я не допил, и вылила остатки. Есть одна женщина, Степанида, за магазином, 8-й дом по левой стороне. Маленький дом, забор низкий. На крыльце белый кот, если жив еще. Ее тут по-разному называют. Кто знахаркой, кто ведьмой, кто просто бабкой. Она много чего знает, многим помогала. Не всем, но многим. Она поможет, если успеет. Нина поставила чашку. «Иди сейчас, пока совсем не стемнело». Я выключил диктофон, проверил экран, запись сохранилась. Почему-то мне стало легче от этой маленькой, обычной детали. Файл есть, время идет, батарея 42%. Экран, проценты, сохраненная запись, хоть что-то нормальное среди всего этого. Я убрал диктофон в карман. «Деньги возьмите», — сказал я. Нина Васильевна посмотрела на меня так, будто я сказал глупость. Я достал конверт. Специально взял наличные, потому что в деревне с переводами часто неудобно. Она отодвинула конверт 2 пальцами. «Не за деньги сидел. Иди». Я поднялся, ноги затекли. В голове шумело, я хотел сказать ей спасибо, но слово застряло. Слишком маленькое слово для того, что она мне рассказала. И слишком бесполезное. В сенях было темно. Нина Васильевна открыла дверь на крыльцо. Холодный воздух вошел в дом. Пахло дымом, мокрыми листьями и землей. Пес лежал у тропинки. «К дому Степаниды подойдешь?» — сказала она. «Сразу говори, что от Нины Фоминой. По дороге ни с кем не разговаривай. Если окликнут, не отвечай. Если увидишь что-то в окне, не останавливайся. Понял?» Я кивнул. Она стояла за моей спиной в дверях. «Иди». Я спустился со ступенек. Пес не шелохнулся. Я прошел мимо него, открыл калитку и обернулся. Нина Васильевна стояла на крыльце. Свет из кухни падал ей на плечи. Лица почти не было видно. «Иди», — повторила она. Я вышел на улицу. Деревня молчала так, будто люди в домах нарочно не двигались. Обычно в деревне, даже в темноте, что-то есть. Собака брехнет, калитка хлопнет, ведро звякнет, телевизор из окна бормочет. Здесь ничего. Только где-то далеко, за домами, скрипел лист железа на ветру. Скрипел, замолкал и снова начинал. Я пошел по улице. Сначала медленно, потом быстрее. Слева и справа стояли дома. Некоторые с огнями, некоторые темные. Окна казались ниже, чем днем, будто дома присели, чтобы смотреть. Я старался не смотреть в окна. После рассказа про омут это было трудно. Я вдруг понял, сколько вокруг поверхностей, в которые можно смотреть. Стекло, темная лужа,
блестящий бок машины, экран телефона в кармане. Я боялся задержать взгляд даже на луже. На третьем доме по левой стороне за занавеской мелькнуло лицо. Я не остановился. У магазина стоял фонарь. Он мигал. Свет падал на мокрую дорогу желтым кругом, потом исчезал, потом снова появлялся. В эти короткие темные промежутки казалось, что улица меняется, что дома становятся ближе, что за забором кто-то идет вровень со мной, но когда фонарь загорается, там только кусты. Позади кто-то произнес: «Нина». Я не обернулся. Голос был мужской, низкий, ровный. Он позвал еще раз, уже ближе. «Нина». Я пошел быстрее. 8-й дом по левой стороне я нашел сразу. Низкий забор, старая калитка, у крыльца заросшая сирень и белый кот. Он сидел на верхней ступеньке и смотрел на меня, не моргал. Обычный деревенский кот, худой, грязноватый, одно ухо порвано. Я почему-то сразу выдохнул, живой. «Ну, здравствуй», — прошептал я. Кот открыл рот, я ожидал мяуканья, но он молча повернулся к двери и спрыгнул с крыльца, будто уступил место. Я поднялся, постучал. Сначала тихо, потом сильнее. За дверью что-то шаркнуло. Щелкнул крючок. Дверь открылась. На пороге стояла старуха. Маленькая, сухая, в темной кофте и длинной юбке. Очки с толстыми стеклами увеличивали глаза. Лет 80, может больше. Волосы убраны под платок. Лицо морщинистое, но не слабое. Такие лица бывают у людей, которые давно перестали удивляться, но еще не перестали злиться. Она смотрела на меня молча, не приглашала, не спрашивала. Я вдруг понял, что не знаю, как начать. Все слова, которые я готовил по дороге, пропали. «Здравствуйте», — сказал я. «Я к Степаниде. Меня Нина Васильевна прислала. Фомина. Через дорогу от магазина живет». Старуха не двинулась. Только глаза за толстыми стеклами стали внимательнее. «Я Степанида», — сказала она. «А ты, сынок, от кого, говоришь, пришел?» «От Нины Васильевны Фоминой. Я у нее только что 3 часа просидел». Степанида долго молчала. Потом сняла очки, протерла их концом фартука, надела обратно. Смотрела на меня так, будто не лицо мое разглядывала, а что-то за ним. «Сынок», — сказала она тихо, — «Нина Фомина у нас умерла. 3-й год пошел, как похоронили. Я ее обмывала. Дом ее стоит закрытый, я туда сама раз в месяц захожу. Окна проветрить, икону отереть. Ты с кем у нее сидел?» Я обернулся на улицу. Дом Нины через дорогу стоял, как стоял. В кухонном окне горел свет. На крыльце сидела собака, та самая, мутная, тяжелая, которая лежала на тропинке, когда я приезжал сюда в прошлый раз. Степанида взяла меня за рукав, втянула в дом и заперла дверь на засов. «Ну, садись. Времени у нас, видать, совсем мало». Если вы хотите услышать или посмотреть продолжение этой истории, то проявите, пожалуйста, активность в комментариях и лайках. Это даст мне точно понять, что нужно готовить 3-ю часть. А сейчас у вас на экране другие интересные истории с моего канала, которые должны вам тоже понравиться. Услышимся, друзья!